Приветствую вас. Ни для кого не секрет, что питание– это самый главный вызов современности. Мы же не хотим болеть, хотим жить качественно и долго, хотим быть энергичными, чувствовать себя лучше и выглядеть соответственно. Многие хотят избавиться от лишнего веса или наоборот восполнить дефицит. Сейчас я вам постараюсь объяснить и показать с разных сторон проблему и дать решение этого вопроса. Кому-то, возможно, это даже поможет сохранить жизнь, а кому-то улучшить фигуру, самочувствие, поправить здоровье. Цели у нас у всех разные, но подход один. Мы должны влиять на свое питание. Досмотрите, пожалуйста, до конца, это очень важная тема. Наверное, вы и сами уже заметили, что люди сегодня стали больше есть и меньше двигаться. Если в общем взять, то люди не знают о питании ничего от слова совсем. Нас нигде этому не учили. Согласны? Сейчас обилие информации, в которой мы не можем сами разобраться, и из-за этого кидаемся в крайности, а производители продуктов этим пользуются, заманивают нас красивыми упаковками и разнообразием вкусов. Люди создали кучу предрассудков о питании, что теперь сами не могут понять, где правда и что можно есть, а что нет. А 75% женщин в возрасте старше 35 лет имеют лишний вес, а по статистике каждый третий житель Земли имеет избыточную жировую массу. Почему? А потому что мало движения, неправильное питание, стрессы, вредные привычки и плохая экология. На какие-то вещи нам под силу повлиять, а на какие-то нет. Вспоминаем первый слайд, в котором говорится, что более 50% проблем со здоровьем– это наше питание. Так давайте менять его. Одна из причин заключается в том, что люди переедают. Переедают в 2-5 раз. Нам столько еды не нужно. А порции у производителей готовых блюд растут и растут. Давайте разберемся, что такое сбалансированное питание, потому что это очень важно понимать, так как у большинства людей один вид питания, хороший вид питания– это ПП, правильное питание. И прежде чем вам объяснить разницу, хотелось бы спросить у вас, вы уверены, что вы потребляете? Какую пользу или вред несут те или иные продукты? А из чего они сделаны? Так вот, сбалансированное питание– это режим питания, питательная ценность, питьевой режим, калорийность и гликемическая нагрузка. А что такое ПП? ПП– это просто продукты, которые типа полезные, но если нет режима питания, например, мы вечером едим какие-то продукты, которые не рекомендуется в это время есть, или нет достаточного водопотребления, или слабая питательная ценность вашего ППшного блюда, то есть, например, мало белка, а много углеводов или мало микроэлементов, вот вам и ПП. На ПП, кстати, тоже можно легко набрать вес. А похудеть можно только при создании дефицита калорий. И ПП нужно уметь пользоваться. Но все же речь о сбалансированном питании и его преимуществах. Давайте перейдем к фактам. И что же на деле получается? На экране мы видим, что дневная калорийность человека увеличилась на 500-1000 килокалорий. При том, что раньше люди двигались больше, а сейчас мы едим больше, а двигаемся меньше. Это привычки питания, с которыми мы и работаем. Помните, я сказал про питательную ценность? Сейчас в дефиците у нас белки, витамины, минералы, клетчатка, вода, растительные масла. А что в избытке? Углеводы, жиры, пищевые красители, усилители вкуса, химия, гормоны, антибиотики, консерванты, вредные вещества, образующие в результате приготовления пищи, соль и сахар соответственно. Вам нравится? Я думаю, нет. Плюс ко всему мы имеем резкое ухудшение питательной ценности выращиваемых фруктов, ягод и овощей. Поставьте сейчас на паузу и взгляните на таблицу. Причины этого ухудшения– плохая почва, загрязнение воздуха, ускоренное выращивание, пестициды и удобрения, длительное хранение и транспортировка. Вдобавок с этими плодами мы получаем порцию химии, никак не полезной для организма. Ну и нужно сказать, что мы едим в 3 раза меньше зелени, чем требуется. Всемирная организация здравоохранения рекомендует нам, что в сочетании с большим количеством животных жиров приводит к развитию ожирения и сопутствующих болезней. Что вы ели на завтрак? А что в течение дня? Сегодня очень сложно сбалансировать рацион из обычных продуктов. О качестве мы уже услышали. Ну и даже если это получится, это будет не бюджетно совсем и объемно по калориям. Ключ к успеху– правильное начало дня, и какой будет у нас завтрак, такой и будет день. Отказ от завтрака– одна из причин набора веса, так же, как и высококалорийный завтрак, способствует тому же самому. Давайте я вам объясню, в чем суть.
Рассмотрим три варианта, и первый из них это углеводный завтрак. Это каши, хлопья, хлеб, бутерброды, варенье, печенье, конфеты и все прелести, которые у большинства людей присутствуют на кухне. Все это вызывает резкое повышение уровня сахара в крови при употреблении и резкий выброс инсулина соответственно. Избыток сахара уходит в жировое депо, инсулин помогает нейтрализовать излишки, а потом уровень сахара опускается ниже нормы. И мы снова тянемся к простым углеводам, сладкое либо мучное. И такие качели у нас целый день. И привет вечернему перееданию. А причина– неправильный завтрак. А если не есть утром? Второй момент. Все то же самое, только нам захочется есть чуть позже и сильно захочется. В итоге нас ожидает тот же самый процесс обмена веществ в течение дня. Только сбалансированный белковый завтрак поможет контролировать аппетит и будет содержать все необходимые микроэлементы, при этом легко усваиваться. Но прежде чем мы дойдем до решения вопроса и более подробно я вам расскажу, хочу вам кое-что еще показать. Касается темы снижения веса. Да, есть аудитория, которым вес не нужно снижать, и есть аудитория, которым нужно помочь в снижении веса. И даже тем, кому не нужно снижать вес, вам тоже рекомендую послушать, потому что отчасти это также вас касается. Я выделяю несколько факторов, мешающих снижению веса. Замените получение результата. Абсолютно неважно. Так просто нормализовать питание сложно. Давайте рассмотрим две основные группы, которые я выделяю. Это физиологические и психологические факторы. Они, кстати, тесно связаны друг с другом, и поэтому, когда мы влияем на один, мы косвенно помогаем устранять другой. Физиологически делятся еще на несколько моментов, и здесь мы сильно углубляться не будем и рассмотрим один основной момент– это дефицит. Мы есть то, что мы усваиваем, и это аксиома. В погоне за снижением калорийности мы сознаем дефицит питательных веществ. Это разные витамины, полезные жиры, белок. И все это проявляется слабостью, перепадами настроения, состоянием кожи, ногтей, волос, тяги к сладкому, мучному, усталостью и неэффективностью рабочего времени. На фоне этого происходят и гормональные дисбалансы, инсулинорезистентность и так далее. И что же сказать про психологический фактор? Отсутствие поддержки– самое главное. Мы одни со своей проблемой. Даже члены семьи часто, очень часто вне этого. То есть мы за улучшение, а им до лампочки. Мы им не можем донести, им без разницы. И это очень плохо. Также это перепады настроения, стрессы, отсутствие контроля со стороны и системного подхода. То есть нет человека, который бы объективно посмотрел. Также это неуверенность и негативный опыт в прошлом, что очень часто людям мешает начать, даже действительно, если это поможет. Опыт негативный и вот эти ошибки, они отложили очень серьезный отпечаток, и это нам мешает. А также тяжело нам справиться с соблазнами в питании. Мы же не в вакууме живем, нас окружает социум, мероприятия, семья и так далее. Какие решения существуют для снижения веса на сегодняшний день? Это диеты, низкокалорийные заменители пищи, жиросжигатели и различные фитнес-программы. В трех словах про каждый. Все вы знаете, это кратковременный эффект, и часто снижение происходит за счет потери мышечной массы, а нам важно ее сохранить. Ведь где, по-вашему, происходит обмен веществ? В жире, что ли? После диеты вес возвращается и часто возвращается с плюсом. Я думаю, многим из вас это знакомо. Низкокалорийные заменители пищи, как понятно из названия, сводятся по сути к уменьшению калорийности рациона и не содержат в себе питательных веществ, белка, витаминов и так далее. Одним словом, пустые калории. Все это сводится к простому использованию без изменения и влияния на режим питания и улучшения питательной ценности. И жиросжигатели, по сути, негативно также как и вышеперечисленные, негативно влияют на обмен веществ, обезвоживают организм и нарушают усвоение микроэлементов. Человек получает быстрый результат 3-5 килограмм, радуется кратковременному эффекту, и такой результат он не может удержать, и потом гоняет эти килограммы туда-сюда, надеясь на волшебную таблетку, и что поможет без усилий ему оптимизировать вес. Ну и фитнес-программы, конечно. Все мы хотим быть подтянутыми, стремимся заниматься спортом, но суть здесь сводится к расходу съеденных калорий, как правило, а не нормализации рациона и режима питания.
Люди себя вознаграждают какими-то десертами за свои тренировки и топчатся на месте. Плюс ко всему, они, как правило, общие, эти рекомендации по фитнесу, и не учитывают потребности конкретного человека, а занятие с тренером удовольствие не дешевое, как мы знаем. И запомните, 80% питания и только 20% это фитнес. Давайте уже перейдем к решению вопроса, что же нужно организму. На экране видите базовую схему макро- и микроэлементов, которые нужно получать в течение нашего дня в рекомендованных пропорциях. Это 30% белка, 30% жиров и 40% углеводов, а также микроэлементы, клетчатка и вода. Люди хотят научиться сбалансированно питаться по разным причинам. Кто-то хочет снизить вес, а кто-то набрать, кто-то лучше себя чувствовать, кто-то привлекательнее выглядеть, кому-то важно по состоянию здоровья, доктор ему уже говорил об этом. Кто-то хочет продлить качественную жизнь. Почему нет? Основой дня является сбалансированный завтрак, который, как мы выяснились, должен отвечать определенным критериям и должен состоять из важных продуктов, каждый из которых нужен организму. Чуть позже я вам расскажу о каждом вкратце, а сейчас риторический вопрос. А почему они отвечают требованиям и содержат необходимые ингредиенты? Есть такое в голове? Давайте разберемся. Во-первых, эти продукты производятся более 40 лет, и контроль качества начинается от посаженного семечки до продукта на вашем столе. Только таким образом можно сохранить качество, изначально заложено ведущими нутрициологами, которые входят в научный состав совета компании Herbalife Nutrition, в котором присутствуют, на минуточку, Нобелевский лауреат и доктора наук. Это очень важно и очень серьезное преимущество по сравнению с другими компаниями, производящими какое-то похожее питание. Давайте еще раз вспомним, что же в избытке, а что в недостатке у нас на сегодняшний день. Отмечу, что каждый продукт – это научный подход. К какому продукту у вас дома приложена рука ученого? Поделитесь, любопытно послушать. Я думаю, никакому, если у вас этих продуктов дома нет. На завтрак нам нужны минимум 3 продукта. Это алоэ, травяной напиток и белково-витаминный коктейль. Пару слов о каждом, чтобы было понятно, что зачем. Ну, первое. Коктейль – это полноценная еда в стакане, которая содержит достаточно белка, полезных жиров, углеводов, микроэлементов, что дает нам сытость, контроль аппетита, плюс это не калорийно и быстро усваивается. А сейчас нажмите на паузу и почитайте, сколько всего полезного входит в белковый витаминный коктейль. Где вы еще такой сбалансированный состав найдете? В каких продуктах или в каких блюдах? Второй продукт – это напиток алоэ. Очень важный продукт для нашей системы пищеварения. Алоэ вера деликатно стимулирует процесс пищеварения, нормализует кислотность, что очень важно для усвоения белков. Многие не придают этому значения, это очень важно. Также оказывает смягчающее и успокаивающее действие на стенки желудка, кишечника. И все мы моемся, как говорится, сверху, а внутри кто нас помоет? На помощь приходит этот замечательный продукт, и поверьте, работы там ему непочатый край. Используйте. За свои удивительные свойства растительный напиток алоэ получил название «Источник гармонии». Кстати, не каждый сорт алоэ подойдет. Нельзя использовать в пищу алоэ с подоконника у вас дома. Для этого нужно, чтобы из этого алоэ был удалено такое вещество алоин. И это можно сделать только с использованием специальных технологий и производства. Аналогов такого качества алоэ, напитка алоэ вы не найдете. Ну и травяной напиток дает нам мощную антиоксидантную поддержку, тонизирует, поскольку это не просто чай, а комплекс из 7 фитокомпонентов, добавленных в нужных, соответственно, пропорциях. Результат от этого продукта очень впечатляет. На секундочку, антиоксиданты защищают клетки от преждевременного старения и влияют на повышенный иммунитет. Вы же хотите выглядеть моложе и быть здоровыми и красивыми? Я думаю, да. А вот этот продукт идеален для завершения дня. Аналогов его нет. И в этот продукт, в отличие от другого какого-то белкового коктейля, добавлена аминокислота L-триптофан, который помогает синтезировать гормон мелатонин, что обеспечивает качественный сон. И ведь мы все спим, но почему-то не все высыпаемся, согласны? Поэтому я рекомендую присмотреться к этому продукту.
Ну и все это, естественно, прошло клинические исследования в Институте питания Российской Академии медицинских наук. И причем дважды в России. А также продукты одобрены Национальной ассоциацией диетологов и нутрициологов, о чем свидетельствует лейбл на банке. Что мы получаем с продуктами сбалансированного питания? Первое. Решение психологических проблем, снижение веса. Мы в клубе здорового образа жизни или в онлайн-марафоне стройности получаем свой результат. Другой момент. Общение в сообществе единомышленников. Постоянная поддержка и общая цель. Сбалансированная альтернатива несбалансированным блюдам и сладостям. Да, у нас есть кулинария с продуктами Herbalife Nutrition. Есть возможность делать прекрасные десерты и без вреда для фигуры, здоровья использовать их, даже помогая и увеличивая питательную ценность этих блюд. Потом, контроль и системный подход услуг персонального консультанта по питанию, включая составление персонализированной программы. И рекомендации по адекватному уровню физической активности, так как мы все разные, и участие в оффлайн или онлайн тренировках прямо из дома. В принципе, неважно, какие у вас цели, меняйте привычки питания, улучшайте и сохраняйте свое здоровье. И если вы не одни, все реально. Посмотрите на результаты довольных клиентов. Вы ничем не отличаетесь, у вас все получится. Если вы досмотрели до этого момента, полагаю, вам хочется что-то изменить. И не откладывайте свое желание. Время никого не ждет.